На прошлом уроке мы изучали, как скинить цилиндр. На этом уроке будем разбирать скининг модельки человека. Значит, я нашел вот такую средне-низкополигональную модель человека, которая довольно имеет проблемную сетку. Но нам сейчас не это важно, нам главное показать основной процесс скининга человека. Значит, скелет я построил по-быстрому. И давайте назначим на него стандартный orient joint. Вот. А в дальнейшем я покажу, как правильно. Какой правильный должен быть ориентация костей. Хорошо, давайте приступим. Выделяем скелет, выделяем mesh. Заходим в skin, назначаем bind skin. Значит, здесь это у нас настройки скина, тип скина. И здесь из самых таких, наверное, важных параметров это max influence. Что это означает? Max influence это количество костей, которые будут влиять на один вертекс. То есть, если, допустим, мы возьмем вот этот вертекс, то на один этот вертекс будут распределяться веса с максимум с 5 костей. И в сумме будут составлять 100%. То есть, например, самая ближайшая кость, к примеру, вот эта, будет 60%. Там. Это 30% и дальше здесь там 7, 8, 10% каждая. Но будет не больше 5. Оставляем по умолчанию. Так, назначили стандартный скин. Давайте сразу покажу, какой он. То есть он имеет проблемы. Конечно, если покрутить позвоночник, может показаться, что все ок. Но на самом деле это не так. Да, и в других местах проблем куча. Кстати, видите, я вроде как вращаю сюда, но он отклоняется туда. Это из-за того, что мы назначили стандартную ориентацию костей. И у некоторых костей позвоночника у нас ориентация вот такая. То есть, допустим, ось X вперед, ось Z вправо, а ось Y, вернее, ось X вверх, ось Z вправо, а ось Y вперед. То вот, например, у этой кости грудной немножко по-другому. Тоже ось X вверх, но ось Z уже в противоположном направлении и ось Y тоже. Поэтому он и вращается противоположно. Чтобы вращать тело в одну сторону, можно перейти в World. И теперь он будет вращаться в нужном направлении. Ну и, конечно же, здесь у нас будет rotate минус 15, а здесь будет плюс 15. Так, давайте приступим к скинингу. Значит, можно зайти как сюда, так и здесь. Paint Skin. Ну и, конечно же, начнем с самой первой тазовой кости. Она называется еще hip. Давайте сразу зальем 100% эту область. Закрою аутлайнер, чтобы не мешал. Ну вот, часть залили. Ну все, по сути, проще всего попервой это скинуть hip в самом начале. По сути, мы все уже сделали. Теперь дальше переходим к следующей кости. И опять же, вот нам подсвечивается, над какой костью мы в данный момент работаем. Тоже заливаем ее весами. Я думаю, можно еще вот этот луп залить. И теперь переходим в Smooth. Делаем пару кликов на сглаживание. Теперь можно посмотреть. Вот как-то так у нас работает. Довольно жестко. Но мы еще не закончили скинить. Хотя можно и кисточкой немножко позмузить. Но, наверное, не будем сейчас этого делать. Почему? Потому что эта жесткость, она появилась из-за того, что в некоторых следующих костях, некоторые следующие кости своими весами влияют на живот. То есть вот мы можем видеть. Поэтому давайте дальше поскинем. Не будем пока на это внимание обращать. Разве что можно следующие третьи кости вот убрать отсюда лишние веса. Но они, конечно же, распределятся где-то еще как-то по-другому.
Продолжаем. И, наверное, я не буду делать флат, потому что он мне смузит еще здесь. А здесь мне это немножко портит проблемы, то есть добавляет проблемы. То есть отсюда лишние веса куда-то там прыгают, поэтому я, наверное, локально буду теперь делать сглаживание. Пробую. То есть мы работаем именно шагая по иерархии. Сверху вниз. Вот смотрим, как здесь, в предыдущей версии. Давайте дальше работать со следующей костью. Удаляем все эти паразитные веса. Да, конечно же, в этих местах грудь у нас практически не сгибается. То есть, конечно, она чуть-чуть сгибается, но не грудь, а именно позвоночный отдел. Но это очень слабо. Но все равно мы должны здесь все проскинить, потому что в дальнейшем позвоночник у нас будет, хоть и будет здесь работать, но он будет работать во всей связке. Сейчас я покажу. И давайте тоже заскинем. Ну, что-то на данный момент получилось, мы еще не доделали, но давайте посмотрим. То есть позвоночника мы не работаем только каким-то одним куском. Ну, конечно, это можно, например, в пояснице. Но в основном работает сразу всей частью. Например, как-то так нагибают, как-то где-то распрямляют дополнительно. Вот как-то так. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь есть распределение также и паразитных весов, например. Вот. Здесь. Здесь нет. Но вот это, в принципе, не обязательно удалять. Ну, к примеру, вот это вот не обязательно удалять. Почему? Потому что на самом деле у нас же позвоночник, он дальше идет по иерархии. Соответственно, ни на что вот это вот не будет влиять. То есть мы все равно аж крутим как таз, так и spine 1, да. Он дальше влияет по всей иерархии на кости. Поэтому, в принципе, визуально никаких проблем мы не увидим. Даже если вот происходят такие паразитные веса. Если бы это было наоборот, вверх по иерархии, конечно, такое нужно было убирать. Почему? Потому что если бы мы, например, вращали там грудной отдел, то у нас бы еще живот вращался чуть-чуть. Чего нам не нужно. Давайте продолжим. Шея. Дадим тоже 100%. Я думаю, по подбородок. Немножко захватим. Ну вот, я вижу немножко внизу паразитный вес. Вот он, берем его. Вот здесь под вопросом добавлять вес. Почему? Потому что когда мы сюда добавим вес, если, например, мы применим сглаживание, то оно распределится слишком далеко. То есть у нас будет подвижна не только шея, но и часть спины. Поэтому, в принципе, я думаю, пока в данном случае достаточно. Давайте пройдемся с музом. Оно и так сейчас распределит куда нужно. Вот видите уже. Поэтому даже, наверное, перед тем, как... так, на русский язык переключился. Смотрите, чтобы у вас всегда был английский. Иначе горячие клавиши не будут срабатывать. Кстати, вы заметили, очень удобно менять размер кисти, зажав клавишу B. Я об этом уже говорил, еще раз повторю. И вот так вот потихоньку скинем. То есть
шея, вот вы должны как бы в голове держать. Вот если мы, допустим, повернем шею, какие участки у нас тела тоже будут чуть-чуть двигаться. Явно вот здесь, скорее всего, вот в этом месте толком ничего не будет двигаться. Соответственно, вы не должны с этим слишком переборщить. Ну и посмотрим. Опять же, шею нужно вращать, вот, используя две кости. Для более правильной работы и понимания. Поэтому давайте сразу заскинем еще голову. Опять здесь есть паразитные веса. Сразу их отсюда уберу. Скорее всего, они куда-то перепрыгнут на что-то другое. Но мы потом поработаем с ними. Ну и, конечно же, так как голова у нас последняя идет, кость, ну как вот кость головы последняя в иерархии, то и заполним ее полностью 100%. Челюстной кости у нас сейчас нет, поэтому на это не обращаем внимания, просто зарисовываем все 100%. Была бы челюсть, тогда бы мы еще скинили бы и челюсть. Я думаю, где-то примерно так. И, скорее всего, здесь еще. И здесь тоже забыли. Теперь можно сделать смуз. Ну и вот, получилась такая картина. Давайте посмотрим. Есть у нас небольшие проблемы с подбородком. Если мы вот так вот поворачиваем голову, видите, подбородок уходит, как бы чуть-чуть отстает. Скорее всего, где-то распределились так веса. Поэтому мы выделяем голову. И это случилось, конечно же, при смузе. Мы даем на подбородок 100%. Не только на подбородок, а на все такие части, которые не должны двигаться вместе с шеей. То есть вот здесь, например. Здесь под вопросом, но тоже. Такое, это очень кривой здесь луп идет, криво. То есть это, скорее всего, как бы подчелюстная впадина. И ее можно немножко, на самом деле, сгладить. Вот где-то до такого состояния. А здесь ее нету. Как я уже говорил, сетка у нас корявая. Потом, допустим, мы видим, что здесь как-то слишком сильно выбивается шея. То есть это даже не кадык, а именно шея. Можем немножко попробовать убрать это. Ага, тут уже, наверное, сильно прям не уберешь. Это уже из-за расположения костей так идет. Ну, можно немножко с этим поработать. На грудную кость я добавляю веса. Оно будет вот так. Но видите, сильно это проблему не решит. Поэтому давайте оставим. Сейчас не об этом разговор. Сбросим все на 0. Значит, тело, шея, голова уже у нас, можно сказать, заскинены. Можно покрутить это все вместе, посмотреть. Вот как-то там как-то крутится, что-то работает. Давайте продолжим дальше с руки. Так, значит, смотрите. На самом деле плечевой сустав и таз, ну плечевой сложнее. То есть это довольно сложный для скиннинга участок. Объясню почему. Потому что в данном месте у нас сходится сразу несколько частей тела. Здесь идет вверх голова, а здесь рука, а это туловище. Не говоря о зеркальной стороне. Поэтому здесь у нас частенько прыгают паразитные веса. То есть ты, например, одно покрасишь, оно сюда прыгнет. Это покрасишь, оно обратно прыгнет. Или еще и на голову. Поэтому здесь можно попробовать поиграться вот с такими замочками, холдами. Что это значит? Это значит, только когда мы что-то нарисовали, например, вот эту часть, поясницу, например. Мы можем нажать Hold, и все. Как бы мы другие кости не рисовали, вот какой бы мы вес вот здесь не давали,
вот здесь эти веса никогда не удалятся. То есть, допустим, для примера, вот я для этих вертексов сделал стопроцентный вес. По идее, отсюда веса уже должны удалиться. Но, как мы можем видеть, они отсюда никуда не делись. А вот здесь у нас все исказилось. Вот так это работает. Поэтому нам сейчас можно подумать, какой участок тела мы можем заблокировать, чтобы он оставался таким, как вот мы его сейчас нарисовали, чтобы мы не хотели его менять. Например, вот поясница мне нравится, можно его оставить. Дальше, вот второй позвонок тоже нравится, тоже могу его заблокировать. Таз я, наверное, оставлю, потому что, это базовая кость. Даже если на нее будут распределяться лишние паразитные веса, ничего страшного. Он же всем телом управляет. И эту тоже оставлю. Почему? Потому что нам же отсюда надо забирать веса. Мы же сейчас будем рисовать ключицу, плечо. Соответственно, нам нужно откуда-то брать эти веса. А здесь как раз 100%. Шею, наверное, попробуем тоже. Давайте, наверное, шею пока не будем. Если что, будет отсюда брать тоже чуть-чуть вес. Все. Давайте, значит, начнем с удаления ненужных паразитных весов. Как я уже говорил, они у нас всегда выше по иерархии. Если стоят выше по иерархии, то они нам будут мешать. То есть вот сейчас у нас, например, ключица, она, естественно, ниже по иерархии, чем поясница. Но она влияет на поясничный отдел, что плохо. Поэтому мы удаляем. Также вот она сейчас тут на голову влияет. Конечно же, тоже нужно удалить. И на зеркальный участок тела. Да что говорить, наверное, вот отсюда вообще все удалим. То есть, скорее всего, оно сюда переместится. Все, давайте рисовать. Я чуть-чуть захвачу плечевую часть весами, спину, грудь. Вот здесь, наверное, пока сильно не буду. Здесь, наверное, тоже. И теперь начинаю сглаживать. Давайте посмотрим, что получилось. Я считаю, что пока что слишком сильное влияние на грудь. Грудь так сильно не может прям работать. Поэтому, наверное, легче, чтобы это все не перерисовывать, легче будет отмотать все назад. Именно к тому моменту, где мы начали сглаживать. И вот как раз этот момент, где мы добавляем веса. И немножко на грудь добавить меньше весов. Например, вот так. И сгладить еще раз. С таким раскладом, чтобы не сильно много влияния было на грудь. Как я уже сказал, это мы работаем с ключицей. Попробуем зафладить.
Ну, сильно, слишком сильно. Давайте посмотрим, конечно. Оно аж вот туда уходит. Хотя там у нас есть широчайшая мышца спины, в принципе. Да, видите, не зацепил большой участок. Ну, нам это и не надо. Почему? Потому что мы то дальше сейчас будем работать с плечевым суставом. Так, пробую кистью немножко ослабить влияние в этом месте. Уж очень сильно работает грудь. Но, скорее всего, я только добавлю этого влияния. Видите, у нас на шею тоже распределилось ненужное. Нужно было все же ее заблокировать. Тогда такого бы не случилось. Но опять, как я уже сказал, плечо всегда немножко добавляет работы. Сейчас я уберу это все дело. И сделаю замочек. Попробуем немножко убрать отсюда веса вот таким образом, просто подзаменив. И то есть работаем то с музом, то реплейсом. Но нам нужно немножко снизить влияние. Можно еще просто вот закрасить здесь чуть больше, но опять же нам придется увеличивать влияние. На русский переключился. То есть вот не совсем оно будет хорошо. Вот видите. Ну, ладно, давайте так все оставим и продолжим с плечом. В принципе, более-менее нормально. Вот этот вертекс сейчас подправлю еще и все. Заберу у него немножко веса. Например, сюда. Чуть-чуть. Вот так. И все. Теперь он чуть помягче двигается. Обнулим ротейты. Давайте приступим к плечу. Плечо у нас здесь слишком вообще испортило картину. Попробую поставить замочек. Посмотрим, куда сейчас пойдут веса. Очень буду надеяться, что сюда. Как я уже сказал, проблема плечевого сустава — это вот постоянная игра с весами. То есть вы будете постоянно, до того момента, конечно, как я вам покажу плагин, но сейчас на данном этапе вы будете постоянно бороться с распределением прыгающих весов. Но, повторюсь, этому нужно будет научиться. И когда вы этому научитесь, вы будете легко использовать другой плагин и легко и быстро скинить. И потом я также объясню, зачем нужно уметь скинить с помощью стандартных средств Maya. На самом деле плагины это не панацея, оно не решает всех проблем. И в некоторых случаях им даже невозможно нормально сделать. Так, плохо. А это как раз из-за того, что мы здесь использовали замочек. Ну, то есть мы, по сути, не взяли отсюда все веса на плечо. Соответственно, у нас рука неполноценно двигается. Нужно убрать замочек и докрасить. Ну, то есть вот сюда дать 100%.
И тут я уже локально кисточкой покрашу, чтобы не давать сюда больше влияния. Также и здесь. Давайте посмотрим. Ну, чуть получше. Опять же, мы так руку не поднимаем. Мы поднимаем руку вместе с плечом. Ну и видите, здесь идет складка. Тоже такого быть не должно. Сейчас будем разбираться, откуда взялась складка. Давайте пройдемся по иерархии. Угу. Тут идет вот от предплечья. Раз, это нужно убрать. Но оно куда-то, скорее всего, перепрыгнуло дальше. Сейчас будем смотреть дальше. Здесь нет. Здесь тоже нет. Значит, это значит идет с зеркальной стороны тоже. Вот это у нас зеркальная сторона. Уберем веса. Вообще, мы потом будем автоматически перекидывать все на зеркальную сторону. Поэтому нужно проверять все кости. Вот когда вот такие эффекты происходят, нужно вначале, конечно, проверять ближайшие, а потом и не ближайшие кости и смотреть, что так влияет. В данном случае, скорее всего, не в этом проблема, а вот, скорее всего, с этим. Давайте попробуем здесь сделать 0% весов на грудь. Теперь добавить смуса, смотреть, что будет. То есть вы экспериментируете, Ctrl-Z вам всегда поможет. Если плохо видно, то это дело исправится отматыванием. Так, ну вот, уже покрасивее. Я думаю, так можно оставить в данном случае. Вот у нас плечо работает. Оно и тут работает нормально. Ключица работает сносно. Ну, а главное, вдвоем, когда руку поднимаешь, то тоже работает. Также надо вот проверить, как вот при таком повороте происходит работа. Ну вот, есть небольшой недочет. Когда я поднимаю, опускаю ключицу, видите, вот именно вот этот вертекс, он немножко отстает от остальных. Давайте добавим на него такие же веса, как и у соседних. Выберем Replace, выберем Picker. Picker нужен для того, чтобы брать вес. Можем просто вот взять, нажать на вертекс или на любой участок и взять его вес. Все, видите, value значение сюда прыгнуло. И теперь можно его просто этим весом нарисовать нужный нам вертекс. И теперь будет двигаться приблизительно одинаково. Немножко мне не нравится, как широчайшая выступает. Можем ее немножко ослабить. А это как делается? А мы возьмем и чуть дадим веса нашей груди. Смотрите, как вы можете заметить, я практически никогда не работаю на отрицательное значение. То есть я редко когда беру и, например, убираю веса, то есть делаю там какое-то очень маленькое значение. Объясню почему. Потому что когда мы убираем веса, им нужно куда-то распределиться, и они могут в хаотичном порядке, куда попало, в ближайшее место прыгать. Поэтому я привык всегда, наоборот, искать, куда добавить веса. То есть, когда ты добавляешь веса, это предсказуемо. Вот, например, я вот добавил, все, я знаю, что эти веса, они точно находятся на грудном отделе. Ну, вот так, например. Все, больше мне ничего не надо. Так, это грудное отдел, а смуса нет. Вот так вот смус сделаем. Вот, я думаю, так пока можно оставить. Давайте обнулим.
Так, ну плечо меня устраивает. Да. Забрали веса мы не только у... Видите, здесь тоже чуть отобрали. Так вот, немножко пройдемся. Нормально. Все, давайте дальше идти к предплечью. Опять же, даем здесь все стопроцентный вес. Зачем я вначале даю всегда стопроцентный вес? Потому что на части тела может где-то быть паразитный вес с какого-то другого участка. Соответственно, когда мы даем стопроцентный вес, то все веса отдаются именно вот этой кости, ну, с которой мы работаем. И паразитные сами собой отпадают. Поэтому очень удобно сразу же дать стопроцентный вес, а потом уже распределять с мусом. Вот так вот. Что куда идет. Значит, локтевой сустав довольно важная штука. С ним, конечно, лучше работать именно вот в такой позе. Давайте немножко вот так руку повернем. И сейчас оно так довольно бетонно выглядит, то есть деревянно. Конечно же, нам нужно это дело все сгладить. Не бойтесь чуть-чуть на бицепс давать веса. Именно это то место, ну как и с коленой, где нужно немножко поработать кисточкой. Где-то удалить, где-то добавить. Я люблю с предплечья отбирать веса. Вот так. При анимации это не сильно видно, что там предплечье тоньше стало. Да, и с какой-то точки зрения это даже хорошо. Предплечье чуть-чуть при сгибе локтя у нас, особенно при повороте кисти, становится тоньше. Поэтому это, в принципе, оправдано. Ну и смотрим сейчас, что получается. Ну вот, в принципе, более-менее нормально. У нас даже бицепс чуть-чуть поджимается. Предплечье довольно слабо, поэтому можем еще здесь немножко сгладить. Практически не сглаживается. Ну, если уж на то пошло, очень надо, можно реплейсом поработать. Например, вот дать чуть-чуть этой кости. Ну, это много. Единицу. И то даже. Ну, вот как-то так. Посмотрим. Я немножко работаю так, чтобы локоть покрасивее изгибался. Ну, с таким количеством полигонов прям идеала здесь никакого, конечно, не добьешься. Ладно, давайте так оставим. Ну и дальше. Дальше будем делать кисть. Вот они наши паразитные. Опять они появляются из-за того, что мы здесь не поставили замочки. Поставили в замочки, их бы не было. Но опять, ну, замочки тоже не везде можно использовать. То есть иногда с ними только хуже. Продолжаем заполнять стопроцентный вес на район сустава. Немножко вот так один раз здесь сделаю захват. Сейчас объясню, что это. И здесь.
Все. Это я делаю на один вертекс 100%, чтобы при смузе оно давало вес туда. На самом деле оно не всегда красиво выглядит. Но сейчас посмотрим. Поверну. Здесь слишком прям сетка низкополигональная, поэтому здесь не добиться такого. Кстати, у нас здесь стоял замочек, видите? И, конечно же, это создает проблемы, мягко говоря. Не заметил. Надо его убрать. И только теперь работать с музом. Как я уже рассказывал, при анимации не должны быть всего лишь один луп на сгибе. Должно быть как минимум 3, как вот здесь на локте. Вот видите, у нас... Вот сюда обратите внимание, что бывает, когда паразитные веса. Сейчас мы их уберем. Это пальцы у нас туда попали. Вот они. Также они сюда попали. Ну и почти все. Осталось пальцы. Просто заполняем как голову. Все 100%. Так, ну отсюда, конечно, я уберу. У нас кость то здесь, как бы. Этот палец у нас не будет работать вообще. Заполним его 100% на эту кость. На предыдущую. Вот так вот. Это у нас скин для обучения, поэтому мы не будем настолько подробно делать. Можно, кстати, уже даже и сейчас смузить. Так разок с музом пройтись, и оно уже будет приемлемо. Так, я, по-моему, не везде покрасил 100%. Ну, как-то так. Давайте согнем пальцы. Конечно, сейчас это будет очень все печально. Но основной мотив понятен. Так, что мы сделали? Мы заскинили тело, голову и руки с плечом. После того, как мы это сделали, нужно проверить, все ли работает. Потому что там веса распределялись. Вот можем видеть, что не очень. То есть вот у нас где-то попали паразитные веса. Давайте посмотрим откуда. То есть, скорее всего, с какого-то участка тела. Начинаем проверять. Ну, в принципе, это предсказуемо. Это с грудного отдела. И не только. Вот видите, я, например, отсюда убираю веса, но проблема не исчезает. Значит, еще с ключичного. Знаете еще, как можно проверить, все ли у вас хорошо со скином? Не всегда вот такие повороты покажут. Иногда просто стоит вот так руку очень далеко отодвинуть. И вот можем видеть все проблемы. То есть это какие-то мельчайшие веса, которые на самом деле так не видны. Не видны, но сколько можем видеть при сильном прям отдалении, они влияют. Сейчас еще найдем, что так влияет, и почистим. Можно, в принципе, просто 100% вес здесь дать. Сейчас оно прыгнет. Да. И здесь тоже. Ага, ну здесь оно так и должно, в принципе, быть. Единственный минус, знаете какой? Я то отодвинул, но я то не помню, какие здесь были координаты, поэтому сейчас моя была ошибка. Сейчас нужно все отмотать назад. Вот все, что мы сделали.
вернуть обратно руку. И только теперь вспомнить, какие проблемы мы тогда нашли. Точно мы нашли какие-то проблемы вот с какими-то здесь вертексами. Это мы здесь веса дали. И здесь тоже мы что-то делали, что-то удаляли. Давайте вот так я просто на бум пройдусь и еще раз отодвинем. Ага, ну вот есть проблема. На самом деле, как эту можно проблему решить? Просто поставить ключ. То есть вот S. Поставили ключ. Автокей у нас выключен. Теперь отодвигаем куда угодно. Вот наша проблема. Ищем. Это не оно. Вот, скорее всего, вот это оно. Он даже подсвечено. Все. Других проблем нет. Все, и теперь, так как автокей не работает, нам просто надо проиграть, и оно прыгнет на место. Ну, таймлайн просто подергать. И ключ можно теперь отсюда удалить, ключи. Можно здесь, а можно вот на самом таймлайне, как я уже показывал. Дальше, давайте продолжим с ногой. Нога на самом деле, конечно же, проще, чем плечо, но близко все равно. Убираем паразитные. Отсюда тоже можем убрать, хотя с зеркальной стороны не обязательно. Мы будем потом туда зеркалить. И рисуем 100%, чтобы забрать отовсюду паразитные веса. Где-то примерно вот так. И делаем сглаживание. Не забываем, что у нас здесь стоит замочек. Поэтому веса, скорее всего, будут с хип браться. Вот они уже частично взялись. Вот. Ну и теперь, конечно же, смотрим, что получилось. Ну вот как-то так поднимается нога. Очень криво. Это может быть по причине, что я слишком низко расположил кости. То есть, скорее всего, нужно было где-то вот так, чтобы они были. Поэтому давайте, наверное, их даже чуть-чуть подвинем. Еще покажу, как это делается. То есть подвинем выше, ну, ближе к реальным местам суставов. Выделяем две кости, нажимаем Skin, Move Skin Joint. То есть это, скажем, такой режим, когда мы можем двигать кости, но все остальное не двигается. Я думаю, можно вот на такую высоту поднять. И теперь нажимаем Q, там или Escape, или мышкой. И посмотрим теперь как. Ну вот уже то же самое, но что чуть получше. Оставим в таком положении. И немножко с помощью хипа отберем веса. Может, не так сильно. Давайте попробуем не реплейсом, а смузом. Как-то слишком сильно отбираются. И, наверное, попробуем на ноге. То есть здесь у нас вот, на ноге чуть получше. Та же самая, в принципе, ситуация, как и с плечом. Мы здесь балуемся с весами. Прям такого идеала вы здесь не добьетесь. Почему? Потому что для ягодиц нужны специальные дополнительные кости, которые будут правильно и обеспечивать их форму. Но сейчас у нас простой скиннинг. Ну и риг, соответственно. Поэтому не будем на этом заострять внимание. Подбираю вес, чтобы отобрать. Но тут, видите, сильно мы тоже не сможем отобрать, иначе начинает нога утоньшаться. Но опять же, это из-за расположения костей. То есть мне все равно не очень нравится, как расположены кости. Явно они просятся еще чуть выше. Скин.
Move skin joint. Когда поднимаете кости, следите, чтобы у вас тут и по ногам было все ровно, чтобы не было изгибов. Так, а отсюда, наверное, я заберу вес. Ну, не на 100%, конечно. А вот где-то так. Да, даже, наверное, так лучше не делать. Лучше, наверное, я... Лучше. Хотя да, тут же у нас замочек стоит, поэтому нормально, отберем. Я просто боялся, что могу вот эти веса побить. Но здесь у нас стоит замочек. Там ничего страшного не случится. Так, слишком большие веса, поэтому так сильно идет. Но опять же, как я уже сказал, нога утоньшается. Поэтому мы, наверное, не будем так делать. Пройдемся немножко смузом общим. И пока на этом остановимся. Мне еще вот этот луп не нравится, он слишком подвижный. Наверное, я у него отберу веса. Чуть-чуть поднимем ягодицы вверх. Ну вот так. Очень проблемный участок паховой области, потому что он идет зеркалом. Да вообще весь этот участок проблемный. Наверное, я еще подвину кости, но теперь уже не вверх, а вперед. Попробую немножко избавиться от вот этой плохой складки. Skin, move skin joint. Давайте чуть-чуть подадим вперед. Но здесь нужно быть аккуратным, потому что мы можем в обратную сторону выгнуть колени. Поэтому здесь этого нельзя допустить. Но сейчас уже на грани. Потом, если что, в будущем вернем. Придется вернуть. Так, давайте глянем. Ну вот, чуть поприятнее стало, скажем. Но все равно. Эх, не люблю такие промежутки сильные. Ладно, наверное, я так и оставлю. Давайте будем идти дальше, чтобы не тратить время. Паразитные веса. Закрашиваем все 100% по стопу. И теперь здесь опять, как и раньше, проходимся скином. Это тоже такая себе
как локоть, сустав. Смотрите, из-за того, что у нас сейчас стандартная ориентация костей, то есть orange joint, видите, у нас немножко в неправильном направлении сгибается нога. Давайте я позже покажу, как правильно делать. Этому есть несколько причин. Сейчас будем просто использовать world. И более-менее примерно смотреть. То есть она сейчас тоже неправильно сгибается, но более-менее приблизительно смотреть. И постараться сделать, чтобы она нормально сгибалась и была похожа на колено. Ну, икроножную немножко подожмем. Опять у нас эти проблемы из-за того, что коленная кость находится немножко не там. Вы видели, я все это время красил не 100%, а 98%. Поэтому еще раз надо закрасить всю ногу, чтобы не было нигде никаких ошибок. Ну да, и икра. На икре сейчас я слишком добавил сильно весов. Вообще, локти и колени довольно просто делаются. Но из-за того, что я не совсем правильно расположил кости, такого прям идеального результата мы не добились. Немножко добавим веса. И сюда тоже, чтобы здесь не прогибалась мышца. Немножко руки чешутся поднять их выше. Хочу поднять и посмотреть. И также руки чешутся подвинуть их сюда. Но тогда мы можем немножко поломать наши настройки вверху. Так, наверное, даже чуть-чуть лучше. Еще захватим эту область, чтобы не была она прям сильно статичная. И, наверное, так оставим пока. Давайте быстро закончим стопу. И все. И на этом будем заканчивать. Быстро покажу отзеркаливание. Стопа здесь по сетке вообще какая-то полная несуразица.
Поэтому здесь от нее многого не ждите. Вот. Можно чуть-чуть вот тут добавить вес. Больше не надо, иначе она будет утоньшаться. Вот как-то так. И быстро нос закрасим. Так, где-то здесь у нас лишние веса. Немножко добавлю. Здесь с музом пройдусь просто, чтобы быстрее было. То есть как-то так здесь работает. Как-то так здесь работает. Сейчас проверим эту ногу. Отодвинув ее. Ставим ключ S. Отодвигаем. Смотрим, проблема есть. Переходим. И ищем, какие это могут быть проблемы. Я думаю, это хип. Так, наобум крашу. Нет, ничего. Да, у нас есть немножко веса с хипа. Но это, конечно, не все. Скорее всего, у нас все от зеркальных частей тянется. Ну, вот, в принципе, как я и сказал, вот я выделил зеркальную область. И все это тянется с зеркала. Минус только в том, что оно может немножко повлиять на наш результат. И, возможно, нужно будет сейчас дорабатывать. Вот это все зеркало. Соседняя нога. Ну, в принципе, все. Опять прокручиваем таймлайн и удаляем ключ. Смотрим, что у нас вышло. Более-менее нормально, хотя мне не нравится колено. Здесь тоже нормально. Особенно, если смотреть на то, какая сетка. Дальше. Что нам делать с другой стороной? То есть мы эту сторону заскинили. Ну, нам же нужно теперь, чтобы веса также хорошо работали и на этой стороне. Но видите, здесь ничего не работает. Для этого есть Mirror Skin Weights. Работает он только в том случае, если у нас модель симметрична. Заходим в Skin, выделяем модель, заходим в Skin, Mirror Skin Weights. Значит, здесь нужно выбрать ось, по какой будет у нас как бы стоять зеркало. То есть вот сейчас в данный момент выбрано YZ. То есть это вот, если вот так мы встанем, это вот YZ. Значит, как будто представьте себе, что здесь стоит зеркало, которое будет отсюда зеркалить сюда. И важно еще выбрать правильное положение галочки Positive to Negative. В данный момент у нас вот эта сторона это негативная. То есть она, вот, допустим, ось X это у нас позитивная сторона, то есть положительная, это отрицательная. То есть в данном случае нам нужно не Positive to Negative, а наоборот Negative to Positive. Поэтому галочку не ставим. Дальше это уже тип, скажем, передачи информации. Думаю, с названием понятно. То есть каким образом будет зеркалиться все это дело. В общем, эти параметры оптимальные. Модель у нас более-менее зеркальная. Нажимаем Mirror. Все. Теперь, если мы это будем вращать, то у нас все тело, только World, конечно, тело у нас будет повторять движение симметрично. Также у нас будет работать нога. И одна, и вторая. Вот я нашел несколько багов. Скорее всего, здесь также. Да. Такие баги нужно потом в будущем отслеживать и фиксить. Например, вот как здесь. Это паразитные веса. Раз. И здесь тоже два. А таких багов может встречаться несколько. Нужно будет после того, когда все сделали, пройтись
по всем участкам и проверить. Значит, ваше будет домашнее задание получить модельку и заскинуть ее таким образом. Как я уже сказал, пока не обращайте внимания, что здесь у нас по локальным координатам неправильно сгибается нога. Мы в следующем уроке будем это разбирать. Удачи!